Всем привет, ребята! С вами Кэцунеко. В общем, испанцы вообще прям, я не знаю, превзошли сами себя. То, всякие флешкарики делают с поддержкой Sega CD без использования самого железа. То сделают специальный эмулятор для запуска дендевских игр в 3D. Удивительно. Короче, вышел эмулет от 19 июня 2020 года, то есть у меня получается вчера, хотя время уже час ночи, 21. Ну да ладно, я вчера его купил. В общем, я давно следил за этим продуктом. Вообще он, по-моему, с 2016 года аж чувак этот делает, эту штуку. Geostudio. Вообще, изначально он выкатил версию для VR. Ну да, в VR, короче, в нее как бы более удобно играть. Стоит 435 рублей, и она вышла 4 июня. Вот также имеется демоверсия, но только для VR. А мы же рассмотрим версию для PC, то есть просто обычную, да, где шлем не понадобится. На данный момент идет скидка в 10%, заканчивается 10 июля. Кто хочет, может приобрести. Так как эмулятор недавно вышел и он платный, в принципе, не так дорого стоит, я решил в виде бонуса выложить вам бесплатную версию. Ссылочка под видео. Перейдете по ссылке, здесь будет вот сам эмулятор, там поддерживаемые игрушки в комплекте будут 3 штуки. И, собственно, для вот этой версии эмулятора я составил список правильных игр. Тоже в архиве все качаем, но там архивы непростые. Они с подвохом, они с паролем. Дальше видео я озвучу пароль. И, кстати, убедительная просьба в комментариях под видео не писать эти пароли. А то я буду очень зол на вас. Ну, давайте же приступим к ознакомлению данного приложения, программного обеспечения, так сказать. Я немножко расскажу вам о том. Посмотрим, поиграем, немножко расскажу, как пользоваться и расскажу нюансы вообще, как это делается. Не все игры на нем можно запускать именно в режиме 3D. Так-то любые можно игрушки запускать, но определенные идут именно в 3D. Здесь мы видим все настроечки, свет, звук, громкость тени, какие-то shadow, background music. Это сейчас на заднем фоне играет музыка, но она тихая. Скайбоксы какие-то. Тут я не разбирался. Фреймрейт, фреймскип, пропуск кадров. Вот, можно антиалиасинг выбрать, это режим сглаживания. И, собственно, full screen. Играть можно на двоих. И выбираешь клавиатуру и геймпад. Но прикол в том, что геймпад можно как бы не выбирать. Здесь сразу геймпад подключаешь. Я пробовал с геймпадом играть на PlayStation 4. То есть здесь я геймпад не выбирал. Работало как с геймпада, так и с клавиатуры. Тут у нас кнопочки управления влево-вправо, АБ, турбо-кнопок, прошу заметить, нету. Выход в меню, Select плюс Start, галочку снять, поставить. И, собственно, здесь кнопки управления нашей сцены. Здесь у нас небольшая подсказочка. Правый клик, выбрать ROM игры, то есть саму игру. Это создать превьюшку. Это переключить вид. То есть сбросить вид, когда вы покрутили. Но это, в принципе, я вам все покажу. Quick Save, Quick Load и триггер запер. То есть можно играть с использованием лучевого пистолета. Это Save Load, сохранение игры. Во вкладке Game мы видим пресеты. Между ними можно переключаться. Это список игр, который поддерживается этой программой. Кстати, как вы могли заметить, программа еще находится в раннем доступе. Вот это режим 2D режим обычный. Отсюда можно запускать, через него, точнее, можно запускать любые игры в 2D режиме. А здесь же нужно выбирать ту игру, которую вы хотите поиграть. То есть уже с установленным пресетом. Как это работает, я объясню чуть позже. Ну, давайте, допустим, включим Бэтмена. Нажимаем один раз, подсвечивалась рамочка, второй раз. Вот у меня, собственно, здесь список игр. Можно менюшку вот так вот мышкой, как в андроиде, листать на смартфонах. Колесиком крутится все это медленно. Ползунок тоже работает, но здесь search можно, в принципе, вбить Бэтмен, чтобы долго не искать. Вот он, Бэтмен, нажимаем Open. Все, загрузочка пошла.
Собственно, вот у нас пошла игра. Ну, тут начальные заставочки. Смотрите, я кручу мышкой. Вроде ничего такого пока примечательного. Мы видим только 3D текст. Кратковременное нажатие на Escape сбросит камеру. Нажимаем старт. Теперь обратите внимание, смотрите, как преобразилась игра. Фон как бы выдавлен, да, немножко? Заметьте. А? Как вам такое? Удивительно, не правда ли? Есть еще кнопки управления F7, F8, F9, F10. Мы можем посмотреть в настройках. Вот они. Повернуть влево, повернуть вправо, повернуть вверх-вниз и зум in прибавить и убавить. Ну и у меня сейчас кнопки управления эти задействованы. У меня тут запись, короче, ведется. Можно все это делать на мышке. Вот так прибавляешь, к примеру. И мышкой левой кнопкой крутишь. Сбросили. Давайте немножко поиграем, посмотрим вообще. Да, из меня тут игрок офигенный, блин. Кстати, сейчас беру геймпад. Слышите, кнопки нажимаются. Все прекрасно работает. Это меню у нас. Также можно, к примеру, вот сохраниться. Единственное, сохраняться на кнопках, ну, мышкой, на геймпаде почему-то это пока не работает. Ну, сами понимаете, пока что ранний доступ. Со временем будет добавляться поддержка новых, различных игрушек. База данных, так сказать, будет дополняться. Давайте посмотрим быстрый сейв и быстрая загрузка. На геймпаде, именно на моем от PlayStation 4, что-то как-то глючно работает. Через раз я там, блин, пробовал. Тут получается сенсорная панель, справа нажмешь старт. Видите, тут переключение на старт идет оружие, а налево селект. То есть надо зажать селект вниз, где-то подождать 5 секунд. Будет Quick Save. И зажать вверх и селект. Будет быстрая загрузка. Но почему-то у меня через раз получается на геймпаде, лучше получается на клавиатуре. Нажимаем вниз и пробел. Пробел — это селект. 5 секунд подождали. Видите, внизу написано Quick Save. Быстрое сохранение. Нажимаем пробел вверх. Примерно 5-6 секунд ждете, вот появилась быстрая загрузка. Давайте попробуем другую игрушку выбрать. По поводу ромов игры. Как искать и поддерживаются ли русские версии? К примеру, давайте рассмотрим на роме Ice Climber. Вот, обратите внимание, Ice Climber. Нажимаем. И здесь у меня две версии. Ice Climber G, это японская версия, и Ice Climber американская, европейская. Дело в том, что пресет игровой сделан для европейской и, получается, американской версии игры, но в основном все под американскую версию игры. Почему? Потому что в этих играх они немножко разные. Сейчас я вам на примере покажу. Смотрите, запускаем японскую версию. Нажимаем старт. Вроде бы, да, 3D есть, да. Все вот выдавлено, как бы. Все классно. Но в японской версии вот эти вот Дед Морозики, как мы их раньше называли, тут у нас имеются пингвины, то есть враги. Смотрите, пингвины плоские, они не 2D-шные. Птица, вот она 3D-шная. Видите, как выдавлена? И как здесь. Теперь открываем. Кстати, как... Вот, можно сброс, кстати, нажать. Если еще двойной клик делаете. Либо продолжить, либо сброс.
Если вы хотите выбрать другой ROM, один раз нажимаете, левой кнопкой мыши подсвечивается синяя рамочка такая, бирюзовая, и правой кнопочкой тыкаете, и вот у вас выбор нового рома. Выбираем американскую версию, ну или европейскую, кому как удобнее. Теперь смотрите, в чем прикол. Здесь вместо этих пингвинчиков, точнее не пингвинчики, а эти тюлени, какие-то снежные люди там выходят. Вот, смотрите. И снежный вот этот вот гусенок, какой-то утенок, он уже 3D-шный. Поняли, в чем прикол? То есть, для этого эмулятора игры вы не найдете, потому что, ну, в программе самой не поставляется, потому что, ну, сами знаете, нарушение лицензии получается, да, это пиратство все равно считается. Сами находите в интернете, просто можете скачать неправильный ROM и думать, а что у меня не 3D, ни хрена. А вот такая вот штука есть. Еще момент, смотрите, вот мы выбрали Ice Climber, запустили. Видите, у нас здесь все пусто, да, нету картиночки. Нажимаем в это окошечко правой кнопкой мыши, хлобысь, у нас получается скриншотик, то есть превьюшка. И можно, собственно, вот так вот превьюшки себе натыкать. А на примере Зельды я вам сейчас покажу режим сглаживания, да, Зельда, точнее режимы. Вот, кстати, у меня здесь есть английская версия, да, 2 штуки. Ну, в принципе, можно вот эту тут важности такой нету, точнее разница. Тоже, смотрите, все прикольно, вообще прям охрененно, все выдавлено так. Водопадик, все дела. Ой, что-то. А, ну это заставочка пошла. Да. Я уже думал, что-то сломал. Здесь прикол, короче, нажимаете сначала старт, потом кнопку B получается, да, и потом селек там на пробел. Выбираете регистр, жмете старт и еще раз старт. Вот таким вот макаром она запускается. Смотрите, в Зельде есть один прикол. А, кстати, на геймпаде управление камерой левым стиком, ой, правым стиком идет. Вот так крутить можно, а триггерами L прибавить, R отдалить. Обратите внимание, вот эти на белом фоне, да, ну как на белом, на полу, видите, точечки такие, ну, короче, артефакты какие-то проскакивают, эти вот синие полоски. Да, есть такие огрехи, сами понимаете, еще. Вот, к примеру, здесь вот синяя полоса такая идет, да. Сейчас я сброшу. Кстати, на геймпаде у меня получается кружок меню. И если я, к примеру, вот так вот все это перехерачу, я подержу кружок 3 секунды, к примеру, оп, ну все, у меня и выровнялось. Теперь переходим в сеттинг. Параметр анти-алиса. Анти-алис. Здесь у нас идет FFAA и SMAA. Режимы сглаживания выбираем вот этот FFAA. Смотрим. Точечки исчезли. Но картинка у нас такая мутненькая, да? Получилась. В принципе, ну, мне нравится, нормально. Режим сглаживания работает. Можно еще увеличить сглаживание. Нажимаем так. И вот, собственно, вообще как мультяшная, да, получилась такая у нас Зельда. С настройками можно немного баловаться, но тут вообще я прям зазумил. Смотрите, аж на интерфейс в этот зафигачился. И он, кстати, видите, интерфейс настроен так, что он, вот этот верхний, независимо от самой, как бы, игры у нас идет. Тут, в принципе, можно немножко вот так сделать, и вообще четко получится. На геймпаде я играю сейчас на D-паде, то есть на стрелочках. Если вам это неудобно, всегда можете перейти в настройки, выбрать геймпад, и здесь выставить, допустим, видите, D-пад написано влево, да? Можно поставить вот левый стик. То есть, если вам на стике удобнее играть, можете поставить играть на стике. В общем, все классно работает, хотя в настройках этой, как его, как. В Steam указано, что геймпад поддерживается частично, то есть частичная поддержка геймпада, но, как вы видите, все четенько работает. Меч классно стреляется, бум, и взрывается.
Ну, давайте еще попробуем вот Road Fighter. Я думаю, в эту игру все прям играли. Но не все помнят название ее. Это гоночки. В основном шли на сборниках. Вспоминаете, да? Классные машинки. Кстати, смотрите, на этом... На что ехать? А, вот. На асфальте, да, немножко такие кракозябры, да, получаются. Обратите внимание, вот эти вот человечки все. Так, мышкой будет, наверное, удобнее. Скачут елочки, все дела. Короче, я выбрал FFA. Точнее, FFAA. И немного покрутил. И позумил. В принципе. Кончается у нас время. У нас кончился бензин. В общем, смотрите. Делаете так. И делайте так. Как вам? Играли вы в такие гоночки? Точнее, в эту игру в таком ракурсе. Не прикольно ли, а? Вообще прям охрененно. Кстати, знали прикол, да, что если вы идете на занос, нужно нажимать в ту же сторону, если несет вас влево, допустим, вот, или вправо. Вот меня сейчас понесет влево, и я нажимаю стрелочку влево, тогда я выхожу из заноса. Ну, блин, по логике вещей хочется нажать в другую сторону, но... Раньше мне знакомый говорил: знаешь, как из заноса выходить? Я говорю: как? Нужно нажать на крестовину. Мы жали на крестовину, там получалось, нажимаются все направляющие, и, видимо, как-то проканывало. Я помню, такая штука проканывала, но мы не знали, что нужно вжать в ту же сторону, в которую тебя заносит. Это где-то я на форуме вычитал. Да, вот эти вот машинки, вот когда уже закрутило, все, уже капец. Вот такие вот дела. Ну, я не знаю, тут вообще как бы... по поводу русскоязычных игр, как они работают. Давайте на примере посмотрим DuckTales 2. Также нажимаем. Вот здесь у меня два рома. Один с переводом от шедевра, а один с переводом... Без перевода, просто английская версия, американская USA. Вот это означает буковка U, регион. Давайте я уберу сглаживание. Мне кажется, так более круче. Зацените логотип. Это вообще прям шикарно. Я не знаю, смотрите, как все объемно сделано. Текст как бы на подложке сзади идет, да? Верхний фон тоже как бы морда Скруджа и Дисней вообще прям... У меня нет слов, шикарно все сделано. Мне прям не жалко вот эти вот, сколько там, 300 с копейками, да, рублей за такую программу. Кстати, нажатием на старт можно быстренько пропускать все эти диалоги. Нажимаем буковку А. Нет. А где у нас А? Блин. Сначала же БА идет, да? Сделано как на оригинальном контроллере. Зацените. Давайте я немного покручу. Обратите внимание на все как объемно. Вообще, я прям не знаю, я не нарадуюсь. Можно... Кстати, пишите в комментариях, может быть, постримить какую-нибудь игру. Кому интересно. Список игр я вам сейчас покажу. Какой вообще поддерживается. Там 69 игр получается. Пока что в поддержке. Ну, по поводу игр давайте я чуть позже вам расскажу. В общем, все классно. Давайте перейдем к русской версии данного рома. Так, это DuckTales 2 у нас, да? Нажимаем правая кнопка мыши. Выбираем.
Главное не спутаться. Мы пресет DuckTales 2 выбрали, значит, выбираем DuckTales 2. Тут, блин, можно первую часть случайно выбрать. И здесь, короче, это... Блин, а где у меня русская? Вот она, русская. Нажимаем Open. Видим, да, опять эти точки появились. Но я вам говорил, да, что можно поставить... Вот видите, здесь точка, тут точка. Режим сглаживания, в принципе. Ну, как по мне, это... Ну, тут что-то они тоже... О! Крутите немножко. Они... Вот эти штуки исчезают. Полосы. Можно даже... Как-то так. Ой. Вот, обратите внимание, уже лого, то есть голова Скруджа, Дисней, да, вот этот сундук с золотом. А вот нажмите старт, и вот утиная история, лого перерисовано, поэтому оно не выдавлено. Как это все делается, я вам тоже покажу. Смотрите видос, все будет. Нажимаем старт. Видите, немножко тут тоже с косячками как бы. Ой, на старт. А так, в основном, текст выглядит... Ну, в общем, основная игра выглядит так же, как и задумано разработчиком данного приложения. То есть и скрудж объемный, смотрите. И вся игра как бы... Да не как бы, она объемная. Просто небольшие нюансы идут с вот этими перерисованными русскими логотипами. Ну, не правда ли шикарно выглядит? Можно пройти любимые игры в 3D. Это же вообще прям офигенно. Вы посмотрите на это, не шикарно ли, а? По мне, так это вообще, блин. А чё он? А, нужно вот так же сделать, да? Вот. А почему туда не хочет идти? Что-то не то. Да ладно, давайте перейдем к следующей игре. Это у нас, догадайтесь, какая? Duck Hunt. Это пострелушки по уткам. Да. Не зря же здесь в настройках внизу написано: используйте правый клик для запера. Запер — это пистолет. Кто не знал. Зацените. Здесь можно, в принципе, сделать даже немножко вот так. Но утки настолько быстро летают, что у меня с первого раза вообще не получилось попасть. Вот, видали, хлобысь, одну попал. Улетела. Ржай. Вот это... Все, по-моему, в детстве не любили эту собаку. Ехидно так смеется. Ну, с навыком попадания у меня хреновасто. Ну, сами видите, как я тут целюсь, блин. Может, зума поменьше у мышки поставить. А то она мне сильно резко. Вот, попал. Это не глюки игры, это у меня руки из жопы просто. Вот видите? Просто у меня сейчас уже... Game over. 3 штуки я убил, а надо было
Только одну пропустить или две, да? Так, еще один момент я хотел бы вам показать. Смотрите, Shadow of Ninja и Cage. То есть японская игра выходила под названием Cage, а американская версия игры выходила под названием Shadow of Ninja. То есть мы можем выбрать, я там вам скинул 2 рома. Есть как Shadow of Ninja. Сейчас я вам покажу, все нормально с ним работает. Ну, именно с этим ромом. Можно определить по логу. Видите, лого все выпуклое, значит, игра нам подходит. Если лого не выпуклое, а такое как бы плоское идет, значит... Блин, что я сделал? Значит, вы запустили неправильный ром игры. Хаяте и Каеде. На селек надо было выбрать другого персонажа, ну да ладно. Тоже все выглядит очень круто. Не, вообще, ребята, мне очень нравится. Вот, даже вот эти вот 300 рублей за такую штуку не жалко. Тем более автор данного приложения, блин, сколько он над этим трудился, прикиньте, это надо ему очень много труда, чтобы замутить вот эту 3D штуку в игре. Чуть позже я вам покажу. Сейчас мы сначала перейдем к списку поддерживаемых игр, а потом я вам покажу, как примерно, ну не примерно, а вообще как это все делается. Как создаются 3D пресеты для игр. Ну и как же без Super Mario Bros, да? Вот он, Super Mario Bros. Как же без него? Зацените, как выглядит Марио. Смотрите, тень, качающиеся кустики, название. Все это анимировано. Кстати, вот в предыдущей игре на заднем плане могли бы обратить внимание, если отмотать назад, тоже все анимировано. Вообще, вот здесь кусты, они статичные. Это уже в этой программе дополнительно анимировали эти кустики. Давайте же перейдем к игре, немного посмотрим. Зацените, а? Какое облако. И у Марио, смотрите, тень даже есть. Можно даже, смотрите, какой ракурс сделать. Опа. Опа. Ау. Даже вот немножко, вот как-то вот так, да? Почти что Марио Одиссе. Прикольно, я вообще тащусь. У меня полные штаны радости, блин. Да, конечно, в таком режиме еще нужно научиться играть. Немножко непривычно. Ну как блоки будут разлетаться. Класс. Ну и так тоже классно. Смотрите, все выглядит объемное. То есть кубики, вот эти вот трубы. Когда идешь, хоп, видите, зад трубы можно увидеть. То есть сейчас она как бы труба вроде как плоская. Вот тут подошли, хоба. Смотрим, что видно, как бы она закругленная, да. Кусты тоже все объемно, все классно. Обалденно. Вот эти муглы, или как их называют, блин. Фиготень. Обратите внимание на флаг. Видите, как он колышется? В оригинальной игре он вообще просто как бы ровно тут сделан. А это тоже все через эту программу сделано. В общем, круто. Кстати, забыл добавить, если вы накосячили с какими-то настройками и не знаете, как все это исправить, нажимайте сочетание клавиш Windows плюс R. Вписывайте сюда %, AppData. Переходим на каталог выше. Local Low. Ищем Geox Studio. И полностью удаляем вот эту папку 3D Scene. Обратите внимание, здесь находится сохранение. То есть ваше сохранение, если надо будет, сохраняйте.
потом назад перекинете. И все, у вас сбрасываются все настройки. Все картиночки тоже скинутся, но как-то так. А на странице в Steam с игрой крутим вниз. Переходим посмотреть обсуждение. Выбираем вот это Ever Growing List of Support Game. Здесь у нас указан список игр. Ну, вот это первое можно не считать, это просто 2D профиля. И вот он весь список. Можете сами посмотреть. 70, да, ну, если вычесть вот этот 2D профиль, 69 игр. Ну, не считая, что здесь 2 Тетриса. Кстати, тут еще есть новоделы, это Микромаги игра. Flappy Bird. Все игры из списка из этого я нашел, кроме Flappy Bird и Flappy Bird FPV. Есть еще такой прикол. В этой теме автор данного приложения спрашивает, какие игры вы хотели бы видеть. Укажите 3 игры. Ну, здесь люди указывают Super Mario, The Guardian Legends, Double Dragon. В общем, пишите здесь желаемые 3 игрушки. Тут кто-то вообще губу раскатал нахрен, блин. К примеру, я пожелал Черепахи Ниндзя 3, Battletoads и Blaster Master. Он смотрит, короче, которая игра чаще повторяется, такую он и следующий будет делать. Сейчас у него, по-моему, на подходе код Феликс, если не ошибаюсь. А еще раз по поводу поддерживаемых игр. Здесь немало новодела. К примеру, Battle Kids здесь есть, ну, Flappy Birds. И прикольная игрушка Super Bat Puncher. То есть, если нажать на ссылочку, откроется ютубчик, и вы можете посмотреть, как вообще игра должна выглядеть. Ну, то есть, проверить, она не она. Вот это, кстати, прикольная игра. Она, по-моему, тоже как бы пока что в демо. Ну, демка недоделана, в общем. Ну, играбельно. Пробуйте. Теперь давайте расскажу, как вообще все это делается. Здесь можно перейти на канал в YouTube автора Geode Studio. При загрузке заходим в плейлисты, выбираем туториал и включаем. Тут, в принципе, наглядно нам все автор показывает. Обратите внимание вот на эти кусты. Они на уровне с Марио, да, идут. Смотрите, он на них нажал, выбрал. Нажал вот эту кнопочку. Выбирает слой. Назад. Примените хлобысь. Они сразу переместились на задний слой. То есть вот таким макаром постепенно он проходит игру. И каждый объект выделяет и отдельно его настраивает, чтобы было отображение классным. Смотрите, к примеру, что будет делать он с трубой. Труба некорректно отображается, да? Здесь можно вертикальный цилиндр, горизонтальный, видите? Можно хоблысь, его как перекорежило, блин. Выбрал горизонтальный цилиндр, то есть паттерн. Неизвестно, он вообще его в квадрат как-то сделал. Ну, просто как в тайл квадратный, да, получается. Это полный куб. Тоже некорректно отображается. То есть для него не подходит. Подходит только вот под эти блоки. Вертикальный цилиндр. Но сейчас он, обратите внимание вот на эти черные штуки, да, он получается как зеркально фигачит. Нажал АС. Галочку, все, цилиндр у нас стал крутым. Также с каждым облачком он делает. То есть понимаете, что это не все так просто. Вы, допустим, любую игру открыли и все, можете в 3D гонять. Нет, автор их сам делает, настраивает пресеты, а потом уже, собственно, и выкладывает. Поэтому еще приложение находится в раннем доступе. Но, по-моему, на форуме или на сайте автора, я не помню где точно, я так говорил, что давно слежу за данным проектом. Люди сами делают и выкладывают вот эти вот пресеты, так сказать. Первого Мегамена там вообще прям идеально, настолько идеально сделали, что прям вообще прям круто. Не играть, а прям тащиться и наслаждаться можно. Ну а теперь перейдем к самому вкусному. Вот этот архив называется игры для 3dscen.rar. Нужен для вот этого приложения, то есть для эмулятора стимовской версии. Вы его скачиваете. Я специально уже правильную подборку игр
для вас сделал, просто разархивировать его в нужное место и, собственно, запускаете, чтобы не искать, не париться, по всему интернету лазить весь этот список игр, который поддерживает данный эмулятор. Но прикол в том, что эти архивы запаролены. Для этого архива пароль чики-пуки по-английски. Пишите именно так, как написано здесь. В комментарии под видео не рекомендуется выкладывать эти пароли. Я буду очень зол. Дальше у нас имеется самое интересное 3D NES Pro 2.0 Full. Это ранняя Pro-версия. Она как бы бесплатная и поддерживает немного игрушек. Что мы делаем? Нажимаем правой кнопкой мыши, нажимаем «Скачать». То есть вы можете опробовать, как бы, нажимаем «Открыть». Введите пароль, да? Пароль для нее «Откройся». Пишешь по-русски. «Откройся». Enter. Все, вот на список файлов. Желательно, чтобы в пути не было русских символов. Пишем, допустим, 3D Scene. На диск C будем кидать. И прям все это туда перетаскиваем. В папочке Game находятся 4 игрушки. Super Mario Bros. Legend of Zelda, Circus Charlie и 3D Battles of World Runner. Собственно, что мы делаем? Запускаем вот это приложение. Так, программка у нас запустилась. Мы видим вот такую чертовщину, какую-то непонятную. Левой кнопкой мыши вытягиваем. Если у вас будет вот такая вот галочка где-нибудь здесь, тоже по ней щелкайте, у вас это все появится. Здесь полный экран, либо оконный режим. Собственно, здесь что у нас? Нажимаем Load ROM. Переходим на диск C, мой компьютер. Ищем здесь вот эту штуку. Выбираем Games. Ну и, в принципе, что можно? Давайте Circus Charlie выберем. Нажимаем Open. Клавишу управления смотрим в Input. Все, в принципе, то же самое. Только зумить здесь минус и равно клавиш. Также нету... Ну, также можно на двоих выбрать режим. Поддерживается контроллер. Кстати, я забыл добавить, что здесь еще имеется VR-режим. Смотрите, OpenVR и Oculus. Так что можете пробовать. Но прикол в том, что если вы нажмете вот сюда, 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 можете редактировать. Недавно я вам показывал, да, как это все делается. То есть можете для себя какую-то игру попробовать настроить. Вот. Но чтобы вот эта херня вся не высвечивалась, нажимаете кнопку Ctrl и можете вертеть. Все не будет подсвечиваться. Также, по идее, все крутится, зумится колесико мыши. Ну и, в принципе, все играбельно. Сейчас мы можем посмотреть. То есть, Circus Charlie, да? Мяу. Мышку уберу сейчас в бок. Ну, можно запустить. Кстати, сохраняться можно. Быстрая загрузка, быстрое сохранение. Ну-ка на букву Q нажму. Не работает что-то. Ой. На S надо же нажать, да? Вот, Ctrl-S, наверное, да? И Ctrl-Q. Да. Быстрый сейв, быстрый лоуд. Ну, Super Mario Bros. Давайте посмотрим. Здесь, как вы видите, немножко все так кривоватенько, да? Потому что это ранняя версия. Но вы, зато бесплатно, вы можете поиграть. С большими такими косячками. Вон черные всякие эти штуки здесь. Зато халява, пацаны, халява. Мяу. Ну, что еще тут добавить? Больше мне добавить тут нечего. Вроде все рассказал, что хотел. Поэтому я заканчиваю данный видеообзор. Если хотите увидеть стрим с какой-нибудь 3D-игрушкой из того списка, можете мне об этом написать в комментариях. И я постримлю.
А как вот интересно знать, выше-ниже сделать? Ой, упал дядька. Ребята, не забывайте подписываться на мою группу ВКонтакте, YouTube-канал и оценивать данный видеоролик. Ведь я не зря же стараюсь. Для вас делаю, покупаю всякие штуки, делаю различного рода обзоры. А вам это ничего не стоит, а мне будет очень приятно. И, естественно, оставляйте свой интересный комментарий под видео. Всем спасибо за просмотр. У микрофона был Кэт Сунеку. Еще услышимся. Джане.